Всем привет! Меня зовут Анастасия Смирнова. Я занимаюсь маркетингом рекламной сети Яндекса для площадок. И в этом видео я расскажу, за что и как партнер РСЯ получает вознаграждение. Партнеры получают вознаграждение за видимые показы. Что такое видимый показ? Показ считается видимым, если не менее 50% площади блока находится в видимой для пользователя зоне экрана не менее 2 секунд. Такие условия позволяют справедливо учитывать только те показы, которые действительно видели пользователи. Вознаграждение выплачивается, если его сумма достигла минимального порога. Для резидентов РФ порог составляет 3000 рублей без НДС. Для других валют выплат применяются другие пороги. Узнать пороги и условия выплат для разных валют можно в справке РСЯ. Давайте поговорим о том, в какие сроки происходят выплаты. Если доход за месяц больше минимального порога, то вы получите вознаграждение в течение 20 рабочих дней следующего месяца. Допустим, по итогам марта ваше вознаграждение составило 7300 рублей. Тогда выплата за март произойдет в течение 20 рабочих дней следующего месяца, то есть в апреле. Если мы посмотрим на календарь, отсчитаем 20 рабочих дней апреля, то получится, что вы получите вознаграждение до 28 апреля. Если в текущем месяце вы заработали на рекламе меньше порога, то ваш доход за текущий месяц будет суммироваться с вознаграждением за каждый последующий месяц, до тех пор, пока общая сумма не достигнет порога. Когда сумма достигает порога, вы получите накопленное вознаграждение в течение 20 рабочих дней следующего месяца. Давайте здесь также разберем на примере. Предположим, вы получаете вознаграждение в рублях, и по итогам марта вы заработали 2600 рублей. Это меньше порога в 3000 рублей, значит, в следующем месяце, в апреле, выплаты не будет, и доход за показы продолжит копиться. Смотрим апрель. За апрель вознаграждение составило 2700 рублей. Суммируем 2 месяца, март и апрель. Получаем 5300 рублей. Это сумма выше порога выплат. Это значит, что накопленное вознаграждение за 2 месяца будет выплачено не позднее 20 рабочих дней следующего месяца, мая. Теперь посмотрим на календарь на май. В мае, как правило, много нерабочих дней, майские праздники. И если мы будем отсчитывать рабочие 20 дней, то крайняя дата оплаты может попасть в дату 2 июня. То есть вознаграждение будет выплачено не позднее этой даты. Получается, вознаграждение за март и апрель выплачивается действительно не позднее 20 рабочих дней в следующем месяце. Но из-за того, что в мае меньше таких рабочих дней, оплата может попасть на июнь. Резюмируем. Первое. Вознаграждение выплачивается только если накопленная сумма больше минимального порога выплат. Для каждой валюты порог свой. Проверьте, в какой валюте вы получаете вознаграждение и какой ей соответствует порог. Второе. Выплата происходит всегда в течение 20 рабочих, некалендарных дней в следующем месяце. Мы разобрали, при каких условиях и в какие сроки выплачивается вознаграждение. Давайте теперь посмотрим на документы для разных форм сотрудничества. Для физических лиц мы каждый месяц формируем односторонние акты и отправляем их на электронную почту, указанную при регистрации, в течение первых 7 рабочих дней месяца. Здесь делать ничего не нужно, в течение 20 рабочих дней выплата произойдет автоматически. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, применяющие ОСН, получают двусторонние акты и счет-фактуру. Документы нужно подписать и отправить на адрес docs@partner.yandex.ru. После получения документов выплата происходит также в течение 20 рабочих дней. Я надеюсь, ролик помог разобраться в вопросах выплат. Кстати, в нашем курсе есть еще больше примеров, и можно проверить себя. Ссылка на курс будет в описании. Если у вас возникли вопросы, напишите нам через форму обратной связи. Также оставляйте комментарии к этому видео, мы с удовольствием вам поможем. Все ссылки будут в описании к ролику, а на этом все. Желаю вам успешной монетизации и увидимся в других роликах.